Привет всем! Это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня будем готовить конфеты птичье молоко, такие, как мы делали дома в детстве. Я сегодня буду делать самый простой рецепт этих конфет, самый дешевый, который состоит из 3 продуктов. Потому что вариаций этих конфет очень много, с разнообразным набором продуктов, естественно, по вкусу они тоже разные. Но сегодня такой самый легкий вариант. Значит, нам понадобится сахар, белок яичный, то бишь яйца, и желатин. Он есть всегда и везде в любых магазинах. Значит, по продуктам это все. По желанию вы можете использовать пару ложек какао, чтобы придать цвета и другого вкуса, сделать, например, 2 вкусов конфеты. Это по желанию. И щепотку лимонной кислоты. Но можно делать и без этого. Желатин заливаем водой. Вот так, пытаемся его растворить. Вода обычная, комнатной температуры, с чайника я налила. И оставляем желатин минут на 40, чтобы он набух. Застывший желатин, посмотрите, как он набух. Отправляем в мисочку, которую можно ставить на огонь или кастрюльку. Сюда всыпаем сахар, полстакана, и включаем конфорку. Значит, это все должно раствориться, сахар растать, но закипеть желатин не должен. Так, посмотрите, вся вот эта побелевшая масса, желатин с сахаром. Сахар практически растворился, я ложкой его не чувствую. В общем, я постоянно мешаю. Смотрите, видите, так вот прохожусь, сахара нет. Значит, он растворился. Все это дело отключаем, чтобы оно не начало кипеть. И отставляем в сторону, пусть оно остынет. Нам понадобится 5 белков. Значит, белок я отправляю в мисочку, где буду взбивать его. А желтки в отдельный стаканчик, вот так, в отдельную емкость. Белок, капельку соли, вот так, совсем чуть-чуть. И начинаем взбивать. Сначала взбиваем белок на медленных скоростях, а потом увеличиваем и до устойчивых пиков. Так, посмотрите, как хорошо взбиты белки. Теперь сюда отправляем сахар, вот так, частями. И тоже взбиваем до растворения сахара. Приблизительно сахар на 3 раза вот так вводим, где-то около 3-4 раз. Когда сахар с яйцами взбит, посмотрите, какая пышная масса. Убираем венчик на время. Берем сито, берем желатин с сахаром, который у нас есть, и обязательно попробуем его. Он должен быть комнатной температуры, не горячий. И отправляем желатин вот сюда, через сито. Так, вот таким образом процеживаем все. И опять все перемешиваем, только уже на медленной скорости или силиконовой лопаточкой. Желатин с яйцами хорошо перемешали. Теперь опять убираем венчик. Смотрите уже, как держит форму, видите? Теперь половину этой всей красоты отбираем в отдельную емкость. В одну часть просеиваем какао. Но если у вас не нашлось какао, делайте все просто белое тогда. Я думаю, что можно добавлять на самом деле любые красители, если вы хотите. И смешиваем все на медленной скорости вместе с какао. Вот такая кофейная масса у нас получилась. Венчик больше не нужен, его можно убрать. В оставшуюся часть, во вторую, которую мы отложили, добавляем лимонную кислоту или где-то чайную ложку лимонного сока. И тоже перемешиваем. Теперь можно поступить 2 способами. Либо взять небольшой невысокий противень, либо взять какие-то разные формочки. У меня здесь, видите, вот такими сердечками. Можно сделать 2-слойные из белого и из кофейного, а можно сделать только белый или только кофейные. Ну, давайте сделаем в противне 2-слойные. Отправляем кофейный вариант вот сюда. Я взяла противень, застелила просто обычной пищевой пленкой. Так, возьму железную ложку, ей удобней. И вот так разравниваю всю массу.
Так, когда разровняли, берем белый вариант и сверху отправляем белый вариант, тоже разравниваем. Сверху все затягиваем пищевой пленкой. Вот так. Весь судочек. И вот так вот разравниваем. Значит, вот такой противень отправляем в холодильник до полного застывания. Формочки вот такие силиконовые нужно смазать маслом подсолнечным. Вот так, по кругу. И теперь наполняем. Можно одноцветные делать, можно сделать в несколько слоев. И белый вариант я тут уже доделываю. И сейчас я покажу, как я чищу края при помощи ножа и воды. Десертный нож, собственно, любой нож, стакан воды. Мочим нож в воде. И вот так вот проходимся по всей формочке. Смотрите. Опять в воду. И вот так края. Тогда края будут ровные. Приблизительно через час после того, как мы отправляли наши конфеты в холодильник, они начинают хорошо отходить. Вы видите? Вот посмотрите, они держат форму. Я буду использовать обычную шоколадку. Ее нужно растопить. Можно вместо шоколада использовать и сварить помадку из какао со сметаной, с сахаром. Но тогда конфеты будут липнуть к рукам. Поэтому я буду использовать просто шоколадку. Хотя бабушка в детстве варила помадку. Это было как бы не совсем удобно. Все руки были грязные, рот был грязный. Поэтому шоколадка в этом плане удобна. Когда будете разогревать шоколад, его главное не перегреть, чтобы он не свернулся. Я делаю в микроволновке, это буквально 2 минуты у меня занимает. Ничего в шоколад не добавляю, ни масла, ни сливки, ничего. Теперь беру немного вот так шоколада, немного. И значит, смотрите, что я делаю. Делаю как будто вот такую подложку, только тонким слоем. Вот так. Значит, когда делаешь конфеты вот из формочек, вот эти, тут нужно, так сказать, сноровка. Берем десертный нож и вот так вот как будто запечатываем края. И это все должно немножечко остыть. Конечно, идеально, когда мы потом все эти заготовки ставим на решетку и поливаем шоколадом. Но тогда такой большой перерасход шоколада, я так делать не буду. Сейчас сначала сделаю дно, а потом сделаю верх. Если вы заливали конфеты на противень, так делать намного быстрее. Берем пергаментную бумагу, я делаю на досточке, чтобы было удобнее. И распределяю шоколад вот так вот по дну приблизительно, чтобы у меня получилось по размерам противня. Берем с застывшего противня, вынимаем наши конфеты и снимаем с них пленку пищевую. Теперь отправляем конфеты на шоколад. Снимаем верхнюю пленку. Значит, конечно, можно порезать весь этот, так сказать, конфетный пирог и поливать каждую конфетку, но тогда очень большой перерасход шоколада идет. Я думаю, что это делать, ну, как бы незачем. И сразу здесь, не отходя от кассы, начинаем поливать и затягивать бока и верх. Точно так же поливаем и конфеты. Сверху и с боков, десертным ножом выравнивая края. Ну, в принципе, можно и ложкой, и десертным ножом просто удобней. У меня прошла целая ночь. Посмотрите, мои конфеты все застыли со всех сторон. Вот так это выглядит в итоге. Значит, иногда, видите, вот так трескается, иногда даже где-то здесь я не совсем аккуратно все замазала, залила, но тем не менее это очень вкусно. Так. Но это был порционный вариант, а вот это вариант, там, где мы делали в противне, то, что быстрее. Я вынимаю это все дело и разворачиваю пленку. Когда в пергамент заворачиваешь вместе с шоколадом, видите, как я сделала, тогда более ровные края. Можно идеально выравнивать, но я так не делаю. Все, теперь можно разрезать на порционные конфеты и подавать.
резать. И, я честно признаюсь, не очень удобно, шоколад сверху ломается. Так, теперь разрежу вот эту конфету. Так, видите, вот то же самое происходит и с большим куском. Опс. Вот так выглядит в серединке. Вот такие конфеты. Они упругие, очень, прям вот видно, видите, как пружинят. Как настоящее птичье молоко. В общем, вот такие конфеты порционные. Вот так сделать быстрее, если в противне. Сделайте и так, ну все, будем пробовать. Итак, здесь у нас двухцветный, кофейный и просто белый такого лимонного вкуса. А конфетки отдельно сделаны только беленькие. Я вам рекомендую делать именно заливать шоколадом, молочным я делала в этот раз. Он ломается, неудобно резать, но очень вкусно. Хорошо, пробуем. Так, такая текстура, посмотрите, как красиво. Сейчас буду чавкать. Все напишут, что я чавкаю. Ну, очень вкусно, правда. Если вы сделаете помадкой, она так не застынет и не очень удобно брать такие конфеты. А вот так удобнее всего. У меня, когда я вот это делаю, все сметают. Обычно делаю, когда приходят гости, к чему-то это делаю, не просто так. Все-таки много шоколада уходит. Сразу сметают, как десерт, это очень вкусно, порционно, ну, в общем, супер. Еще на моем канале есть торт «Птичье молоко». Очень вкусный торт, не суфле. Такой, знаете, белково-заварной сливочный крем внутри, который вот так вот тоже пружинит. В общем, его любят и взрослые, и дети, идет он на ура. Обязательно посмотрите, ссылка под видео. В общем, вот такие сегодня были конфеты. Обязательно приготовьте, ставьте лайки, делитесь этим видео. Пока!